Asus Expert Wi-Fi EBM68. И это очень крутая меш-система для бизнеса больше, хотя не лишена она и домашних функций, таких как там мультимедиа сервер, Samba сервер, там iTunes сервер и тому подобное, но настолько крутая штука, и мы сегодня ее обозреваем, это Wi-Fi 6 Mesh для различных моментов именно для предприятий. Здесь прям вот расписано таких куча разных приколов, о которых мы сейчас с вами поговорим в нашем обзоре на канале Технозон. Ну и по скоростям, которые эти роутеры показывают, то по Wi-Fi я спокойненько получал Wi-Fi 6, через Wi-Fi 6 я получал до 1.6 по обыкновенному 5 ГГц Wi-Fi 6 протоколу по 802.11ax. Я не говорю там про какие-то сумасшедшие новые стандарты. Нет, Wi-Fi 6 и так является относительно новым. Но скорость в там 1.6 гигабит это очень-очень неплохо. Поэтому здесь чистый 2,5 гигабитный порт, который даст нам, грубо говоря, нормальную, классную скорость работы этих устройств. Ох, как красиво. Так что поехали. Ты чё расшатываешься? Словили. Короче, штукенция крутая. Вот в такой коробочке поставляется. Коробочку я тут форсить не буду. Держать ее долго не буду. Единственное, могу сказать, что здесь они, конечно, расписали сразу, что поддерживается до 12 mesh нод. 2 пака. Это у нас система на 2 пака. И покрывает она 530 квадратных метров. Для меня вообще при таких условиях очень трудно провести обзор, допустим, покрытия, протестировать. Потому что мы так и не нашли точек, где бы вот эта mesh-система в пределах моей 100 квадратной студии чего-то не покрывала бы. Поэтому сколько мы не ходили, мы ловили как бы максимально постоянный сигнал. И тут же вы меня можете спросить, а чем отличается простой mesh от mesh для предприятий? И начнется это все с самого-самого элементарного. Первое. В mesh-системе, вообще в роутерах для Enterprise каких-то уровней есть поддержка WPA3 в Enterprise, не только персональный, это метод аутентификации, и плюс здесь есть WPA3 192 бита для того, чтобы ваши сети были еще безопаснее. Здесь есть поддержка VPN серверов, есть поддержка VPN клиентов, есть поддержка, допустим, гостевых сетей и гостевых порталов. И эти гостевые порталы, это, знаете, когда вы сели там в кафе куда-то, включили там попробуйте наш новый бургер и присоединитесь к сети Wi-Fi. Ты нажимаешь «принимаю» и все так красиво. Или там ознакомление с условиями, какие-то рекламные акции. Это тоже, это все дело поддерживается. Плюс поддерживается огромное покрытие огромной площади, такой невероятной. Вы представляете себе 12 вот этих вот штук объединить в одну сеть. Мало того, вы же можете еще и создавать VPN-тоннели. Это значит, что по сути вы можете в двух разных офисах сделать себе единую меш-сеть. Единую меш-сеть, одинаковую, с доступом из одного офиса в другой. Это очень круто, это очень упрощает. То есть раньше вам необходимо было строить какие-то многоуровневые сети, многоуровневые какие-то моменты, какие-то там уровни доступа. Здесь я вам сейчас покажу, как настраиваются эти все дополнительные сети. До 5 SSID дополнительных можно создать. Вы просто-напросто нажимаете на опцию самоопределения сети. Все, и выбираете сценарий, она само за вас все сделает. При этом 2,5 гигабитный порт WAN, 3 порта LAN с поддержкой агрегации LAN портов, допустим, для подключения на одну из точек доступа, ну, например, NAS сервера с поддержкой агрегации. И он внутрь сети будет отдавать 2 гигабита вместе. У вас есть поддержка 2 WAN для работы отказоустойчивости и балансировки нагрузки. Это в случае, если у вас отключился, не дай бог, провайдер, а работать вашему предприятию нужно. Есть поддержка USB 3, есть поддержка Wi-Fi сетей и плюс еще сервер печати. Я вот, знаете, вот я уже начинаю уставать все это дело перечислять, потому что вот слишком много различных положительных моментов, хотя и не без каких-то изъянов, потому что это все-таки Enterprise версия. Мы все это обсудим уже в процессе обзора. Короче, ссылки я разместил все в описании под видео, накидал там вам, где он продается. Конечно же, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры, а мы сейчас с вами еще посмотрим, что же нам заявляет производитель. Воу-воу-воу, эксперт по Wi-Fi для бизнеса.
красиво и очень приятно написано. Asus Expert EBM68 позволяет создать быструю, безопасную, масштабируемую сеть с широкими возможностями для предприятий и среднего бизнеса. Не для малого, для среднего, товарищи. Короче, они здесь так красиво схематично показывают это, то есть там подключение подключение терминала, подключение смартфонов, камер видеонаблюдения, все это красиво будет работать. Но основное, малый домашний офис, розничная торговля, гостиницы, больницы, это все можно масштабировать, При этом, смотрите, у нас коэффициент скорости AX7800. Это значит, что суммарная теоретическая скорость внутри сети всех устройств будет 7,8 гигабит. Поддержка 160 МГц каналов. 3 диапазона. Это у нас сети разделены 2,4 ГГц, 5 ГГц и вторые 5 ГГц. Это значит, что первый у нас от 36 до 64 канала, а второй канал это у нас конкретно от сотки и выше с поддержкой DFS каналов. DFS. При этом есть поддержка VLAN, то есть это функция, которая обеспечивает простой, быстрый, гибкий способ сегментирования проводной и беспроводной сети. То есть вы просто можете выделить, допустим, для этого сегмента Ethernet порт, который обеспечит дополнительную безопасность, грубо говоря, для вашего бизнеса, и будет все прекрасно работать. Поддержка приложения, мастер сценариев. Мастер сценариев выглядит вот таким образом. Я вам тоже это сейчас в обзоре все покажу. Вы можете создавать свой стиль, допустим, того же самого Wi-Fi с гостевыми порталами. И управление большим количеством устройств. Расширяемых масштабируемость, то есть он может легко поддерживать до 100 активных устройств на один узел. Ребята, до 100 устройств на один узел. То есть если у вас, допустим, кафе, если у вас, допустим, какой-то офис, если у вас какой-то, допустим, я не знаю, отель, то реально до 100 устройств. То есть одна такая штука, 100 устройств. Вообще 12 нод поставили, просто шикарно. 12 вот таких точек доступа. Так, ну здесь у нас уже приложение. И вот видите, как они красиво. Межсетевые VPN, это вот, допустим, создание... Для компании предоставляет приоритет частному защищенному трафику, это все красиво. А тут именно смотрите, например, главная штаб-квартира, допустим, офис там какой-то, филиал, как они пишут, и интернет-сервис-провайдер вы можете создавать. И что немаловажно, смотрите, это крепление, настенный крепеж. Вообще то, что у нас по комплектации очень богатое, я сейчас покажу, сейчас мы обсудим. Сейчас мы обсудим еще, знаете что? Сейчас мы обсудим характеристики, а я вам потом покажу, как это все дело выглядит, что у нас в комплекте. Так. Поддержка скорости заявленной. Wi-Fi 4 до 300 мегабит, Wi-Fi 5 до 4333 мегабита. Это AC 802.11 AC. Объясню, просто они здесь сделали поддержку для него 1024 QAM. AX первый AX в 5 ГГц до 2402, это у нас 2 на 2 MU-MIMO формула. Вторая сеть до 4,8 гигабита, это тоже 4 на 4 MU-MIMO формула. И 2,4 у нас 574, тоже в 2 на 2 MU-MIMO, скажем так, формула использования антенн. 4-ядерный 1,7 процессор, память 256 с 1 гигабайтом RAM, у нас флеш 256 и RAM 1 гигабайт. И плюс у нас есть поддержка и OFDMA, и 1024 QAM, и различных фишек, которые... Да, кстати, USB 3.2 у нас не тройка, а 3.2. И поддержка различных прикольных моментов. Ну, и здесь уже они там перечисляют какие-то там более тонкие фишки. Это все уже мы с вами обсудили. Кстати, он поддерживает IPTV как для домашних роутеров. Слушайте, знаете, что тут еще интересно? Комплектация. То есть они предоставляют вот такие вот адаптеры. Адаптеры сами по себе уже прикольные в том плане, давайте отставлю, чтобы у нас не мешало на камеру как-то так. Чем у нас интересны адаптеры? Сменной вилкой. Вилка у нас может быть и для Англии, и для других стран, то есть вот, видите, дополнительные вилочки. То есть мы можем их использовать. Теперь крепление на... Ой, стоять. Крепление на стену. Это немаловажный факт. То есть вы взяли вот эту штуку, они даже положили крепежный материал. То есть вы можете монтировать это все в стену.
То есть вы взяли, закрепили вот таким вот образом. То есть вот просто ее прикрепили нафиг в стену, швак, и одели эту штуку. Вот. И она у вас будет вот таким вот образом закреплена. Вы можете ее крепить внизу, вверху, где угодно. Класс. А дизайн? Беленькие, красивые, удобные. При том, что очень неплохо сделано охлаждение. По принципу конвекции, чтобы вы понимали, радиатор у него расположен вот так вот вертикально. То есть поднимается снизу воздух холодный, берет воздух от радиатора и выводит сверху горячий. Это очень удобная штука. Во-первых, зимой теплее будет. А во-вторых, это правильно сделанная система охлаждения. Сзади у нас, я вам сейчас вот показываю, да, там есть 2,5 гигабитный WAN, 3 LAN, Powered, DCIN и USB 3.2. Снизу у нас есть еще резиновые ножки. Все очень-очень красиво, все очень чинно и благородно. Давайте мы с вами... Как оно снимается? Все, я понял. Давайте мы с вами будем уже переходить, тестировать и делать выводы. Непривычный интерфейс, скажу я вам. Нет, вообще-то это на самом деле стандартный интерфейс бизнес-решений от Asus. То есть здесь все настолько прикольно сделано в том плане, что мы видим здесь сразу тест производительности DNS возможных, Cloudflare, Google, HiNet. Ну, допустим, мы видим от пинг имеется в виду, допустим, до Cloudflare 12 миллисекунд, до Google там 25-48. Мы понимаем, какие мы можем DNS использовать. Тут как минимум это уже прикольно. Есть расписание клиентов, мы разделили 3 сети для того, чтобы мы могли их отдельно тестировать. Есть порты, которые у нас подключены. Подключен USB 3 гигабитных, один 2,5 гигабитный порт. Мы сейчас видим коннект в 2,5 гигабита. Обязательно будем проверять. Теперь у нас здесь есть панель управления iMesh. Мы видим подключенную вторую ноду. То есть мы можем здесь добавлять узлы. Можно включить режим Ethernet маршрутизатора, но это тогда уберет у нас mesh соединение. У нас есть такое управление, как список блокировки перемещения. То есть здесь вы можете включать список блокировки перемещения и задавать, грубо говоря, рабочую зону Wi-Fi для каждого из устройств. Очень классная штука. Вы можете просто-напросто выбрать устройство, например, и привязать его к какой-то, допустим, ноде. Это очень классная тема, действительно хорошо сделано. Дальше. У нас здесь есть информация о WAN, вернее, есть управление самой нодой, допустим, ледом в данном случае. И вот если мы зайдем на ноду, на вторую башню, то здесь мы можем выбрать с вами приоритизацию транзитного соединения. Сначала 5 ГГц, либо 2,4. Потом мы с вами можем включить агрегацию каналов, включить привязку агрегацию, включить либо выключить какой-либо из радиомодулей. Есть USB-приложение, мы сейчас подключим USB-диск к основному после тестов скорости. Есть управление коммутатором, оптимизация, перезагрузить узел и тому подобное. Самораспределяемая сеть. Вот здесь вот вообще интересно. Здесь прикольно. Это скрипты автоматизации настройки, то есть настройка безопасной и надежной сети, допустим, для какого-то сотрудника. Вы можете создавать до 5 SSID, то есть до 5 отдельных, допустим, сетей. Вы можете создавать гостевой портал, при этом еще и создавать его с такими вот картиночками, знаете, как, допустим, там в торговых центрах, либо в отелях есть там какое-то приветственное сообщение, и нажимаешь там принять согласен, и вот эти вот, допустим, там принять условия или продолжить, подключиться. То есть очень классная тема, можно создавать прикольные гостевые порталы. У нас есть гостевая сеть традиционная, есть сеть по расписанию, сеть интернета вещей. Мы можем создать сеть интернета вещей, это для устройств умного дома. Создать сеть VPN. Кстати, сеть VPN вообще прикольная тема. То есть сеть VPN можно создать, при этом с поддержкой WireGuard. У нас здесь дальше есть VPN серверы, VPN Fusion. Все это прикольно сделано. Теперь проводник по сценариям. Вот таким вот образом это все красиво делается. Видите, как, допустим, сценарий использования, допустим, текущей сети, там, сотрудник, филиал компании, ресторан, отель, кофейня, торговый центр, спортзал, работа из дома, обучение, учебный класс, умный дом, голосовой помощник, станция зарядки автомобиля, устройство видеоконтроля, дети, друзья, короче. Сценариев работы, можно создавать сеть на основании сценариев работы, просто-напросто бесконечное множество, и можно просто взять и создать ее вручную с различными диапазонами,
диапазонами, с расписанием и ограничением пропускной способностью, даже с ограничением доступа в интернет. В разделе VPN-сервер тут в принципе все достаточно понятно, он поддерживает PPTP, OpenVPN, IPsec, WireGuard, и тут как бы вообще, то есть для тех, кто знает, что такое VPN, мне объяснять вам это не нужно. Есть поддержка VPN Fusion, здесь мы можем добавлять профиль, подключать, короче, это ваша онлайн-безопасность превыше всего, очень тоже действительно для бизнеса неплохо. Стандартные функции Eye Protection, очень классная тема, которая оценивает безопасность роутера и блокирует вредоносные сайты, потом есть система предотвращения атак против даже спама и DDoS. То есть это действительно прикольно для бизнеса. Обнаружение, блокировка зараженных устройств. Очень важная штука. Они в паре с, ну не в паре, а в партнерстве с Trend Micro осуществляют сканирование устройств на заражение какими-либо вирусами, троянами, бэкдорами и тому подобное. И здесь уже у вас будет возможность этим всем делом управлять. Есть мониторинг трафика. Очень удобная тема, потому что есть мониторинг трафика по сетям, ну вот сейчас там идет у нас трафик 5 ГГц во вторая сеть, и здесь у нас, видите, процент использования, ежедневный трафик, периодический трафик, и в настройках у нас, смотрите, беспроводная сеть. Настройки более расширены. 2.4 у нас поддерживает Wi-Fi 6, у него есть каналы от 1 до 13 с WPA3. Поддержка плюс W, вот это вот отличие. А в стандартных роутерах вы не найдете поддержку WPA3 Enterprise, вы найдете там поддержку WPA3 Personal. Здесь у нас есть WPA3 Enterprise. Посмотрим 5 ГГц сеть, чем нас порадует. Первая 5 ГГц это у нас, давайте, режим беспроводной. Можно включать режим AX Only, приятный сюрприз. 160 МГц есть, каналы с 36 по 64, вторая сеть это будет уже там с добавлением DFS каналов. И тоже есть поддержка WPA3 Enterprise. Смотрим третью сеть. Третья сеть, как предупреждает производитель, в некоторых странах может быть ограничение по доступности 160 МГц, и здесь от 100 до 140. Как бы тоже все правильно сделано. Локальная сеть, здесь у нас DHCP серверы есть, маршруты, есть поддержка IPTV, это очень правильное дело, потому что это же можно использовать еще и в домашних условиях. Есть у нас, смотрите, двойной WAN, который позволяет еще и резервировать, допустим, Ethernet LAN. Вы можете выбрать один из портов, например, третий, подключить к нему другого провайдера, и он будет работать в режиме отказа устойчивости, либо в режиме балансировки нагрузки. То есть это полезно, ну, допустим, у вас кафе, 2 гигабитных провайдера кинули, или один, ну, если нет 2,5 гигабитного, 2 гигабитных провайдера кинули, и оно может поочередно кидать, допустим, устройства. Некоторые устройства пойдут через одного провайдера, некоторые через другого, в зависимости от балансировки этой самой нагрузки. Если загружен в первый канал, оно перейдет на второй канал и тому подобное. То есть тоже удобная тема. Это не агрегация, не путайте. Это не тот момент, когда от одного провайдера две линии агрегируются в один 2-гигабайтный поток. Нет, это чуть-чуть другая тема, но она здесь работает. Также у нас есть тут переключатель портов, поддержка демилитаризованных зон, NAT Pass-Through и тому подобное. USB приложение. Давайте посмотрим USB приложение. Есть iTunes сервер, секундочку, есть медиа сервер. То есть они взяли роутер Enterprise, то есть промышленного уровня, и влупили туда просто-напросто еще и поддержку домашних каких-то вещей по типу медиа-сервера. Если у вас есть какие-то видеофайлы, вы можете их в домашней сети проигрывать. По типу iTunes сервера. Потом есть сетевое окружение Samba. В принципе, мы сейчас тоже его протестируем. Ресурсы FTP. Конечно же, сервер печати в бизнес-роутерах должна быть поддержка сервера печати. С учетом того, что здесь не одна точка, допустим, этой сети, вы можете где-то подключать роутер. Есть у нас протоколы LPR для Винды, есть LPR для Mac, то есть это тоже отлично. И есть поддержка USB модема на всякий случай, если у вас, допустим, совсем отрубилась сеть, и нужно, чтобы предприятие работало, ну, какой-никакой интернет через 4G модемчик можно получить. Дальше здесь у нас уже остаются брандмауэр, сетевые утилиты и тому подобные вещи, которые присущи практически всем роутерам Asus. Но давайте мы с вами вернемся к тестам, потому что я хочу
начать с теста Wi-Fi. Вы здесь видите тест, это действительно действующий тест, текущий, который я уже проводил. Подключено оно сейчас к 5 гигагерцовой сети. Сейчас посмотрим. Вот оно пошло набирать к 5 гигагерцовой сети. Сейчас я вам ее покажу, пока оно там тесты проводит. Это у нас с коннектом 2162 на 2042, максимальный коннект, который я видел, 2400 на 2400. То есть на текущий момент 1300 мегабит на загрузку и 1000 на выгрузку. Можем проводить ряд тестов, то есть это будет у нас в любом случае работать. Давайте 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 в пике уже. То есть Wi-Fi здесь, ну, действительно 5 ГГц, он, ну, просто топовый. 1.4, 1.5 гигабит на Wi-Fi, для Wi-Fi 6 устройства просто шикарно. То есть 1.4 сейчас гигабита на там гигабит выгрузки, даже на 1100, на 1200, на 1300, да ладно, слушайте. Но вы же должны понимать, что все зависит от конфигурации вашего устройства, от адаптера, от размещения в комнате. То есть, само собой, если вы перемещаетесь, либо в отдалении стоит, то эти все показатели будут падать. Мы тестируем максимально возможную скорость. То есть, подключаем теперь LAN RJ45. Я должен проверить. У нас получилось, мы протестировали 5 ГГц. Мы сейчас протестируем LAN RJ45. Потом протестируем с вами 5 ГГц вторую сеть. DFS. Ну, DFS может быть чуть ниже скорость. LAN порты у нас гигабитные, и это чистый гигабит, тут вообще вопросов никаких нет. Гигабит на гигабит. Ну, видим, здесь 1009, это из-за кэша, то есть бывает, что из кэша записывают и читают, поэтому берется средний показатель, там с пиковыми значениями чтения из кэша. Давайте можем еще раз провести тест LAN RJ45, для того, чтобы уже убрать все возможные моменты. Но я сейчас хочу подключить LAN ко второй точке и получить значение, которое, в принципе, меня может заинтересовать в том плане, что вторая точка должна нам выдать, сколько нам вторая точка покажет, вот, грубо говоря, через беспроводное соединение. Я отключаю, здесь мы уже с вами все поняли, это максимальное значение. Подключаемся ко второй точке. Подключились? Давайте стартуем. Здесь у нас через беспроводное. Сейчас мы с вами, вот пускай оно тестирует. То есть смотрим, у нас клиенты на второй сети сейчас. Вот он наш список клиентов, это мой компьютер, Технозон. И опять же вот этот вот тест у нас по беспроводу. Ну, то есть я должен был понимать, что есть максимальный коннект, который я могу обеспечить через LAN. Но вы должны опять же понимать, что при разнесении у нас получится такая ситуация, что может падать скорость сети в зависимости от того, где вторая точка, какую скорость сети отхватывает первая. Вот примерно так это работает. Ну, тоже там 984 на гигабит, на 996. Тут все идеально, все хорошо. 2,4 гигагерца пробуем. Вообще, конечно, показатели прикольные. Я, вот, честно говоря, мне настолько нравятся вот эти вот enterprise решения. Не, пробуем вторую 5G сеть. Вообще, когда вы делаете смарт-сеть, и оно у вас все в одном, скажем так, в одной сети, то это намного все интереснее работает. Он будет сам переключать на те устройства, которые необходимо. Ой, слушайте, ну на второй сети мы примерно получаем такой же результат, даже выше, на DFS каналах. 1.5 было в пике 1.6, вот здесь вот у нас коснулось вот этого порога. Да, прикольно, на самом деле классно. То есть мы имеем с вами полноценный, прикольную iMesh сеть. Класс. Ждем. 1.5 на 1.2. Суперово. Единственное, что пока я заметил в этом роутере из недостатков, это то, что USB, конечно, работает через SMB1. И здесь даже есть инструкция, по которой можно включить, там, грубо говоря, в Indy 10 поддержку SMB клиента 1. У меня вот сейчас подключен жесткий диск, поэтому проверять его скорость я не буду, потому что я на Indy 11. Тут вопрос такой, но я думаю, что с обновлениями пофиксят продукт новый, абсолютно. Я думаю, что это все исправится, потому что в других роутерах Asus поддержка идет и SMB2, и SMB3. Так, в принципе все, но я вам должен показать сейчас еще кое-что. Конечно же, приложение для управления. Ведь видите, у нас тут добро пожаловать. Мы можем с вами выбрать, настроить новый маршрутизатор. Можем с вами добавить узел iMesh. У нас на текущий момент, давайте сейчас локальное устройство выберем.
Вот, пожалуйста, у нас устройство, управление устройством. Да ну блин, ну куда ты, привязка учетной записи, это все хорошо. Мы видим подключенные LAN-диски, то есть мы можем удаленно с вами работать с данным роутером, с данной связкой mesh-роутеров с помощью приложения. Мы здесь видим сети, мы можем ими управлять, мы видим все устройства, мы видим панель управления, где у нас есть какие-то варианты управления конкретно клиентами, просмотр того же самого DNS-пинга и всего остального, и статистики. И плюс есть у нас, конечно же, смотрите, SDN это кастомизированный, и есть у нас, знаете что, вот полное управление всеми функциями. Вот полное управление всеми функциями. Быстрая настройка, контроль доступа, QoS, USB и тому подобное. То есть вот, допустим, Samba у нас, да, там подключена. Или мы можем зайти там в Wi-Fi и настроить беспроводную сеть. То есть приложение у нас есть. А знаете, что у нас есть еще здесь? Здесь у нас есть, например, мы можем добавлять устройства, можем добавлять сети, смотрите, по скриптам самоопределения. То есть если мы выбираем сеть для какого-то варианта использования, то здесь у нас есть скрипты самоопределения. То есть это действительно все очень хорошо. Мы забыли с вами протестировать 2,4 ГГц сеть. Отключаю наш LAN. Вот, у нас есть 2,4. И вот, пожалуйста, 2,4 сеточка, 140, 150, 160. Шикарные показатели. Я думаю, что тут вопросов тоже не может быть. Хотя 2,4 это, конечно, еще тот геморрой в плане того, что при использовании USB 3 сама Intel проводила тесты, сама Intel проводила изучение, что при использовании USB 3 каких-то устройств влияние может быть на 2,4 сеть. Здесь это все мы видим. Давайте мы будем, наверное, проходить, резюмировать данный роутер и будем уже с вами делать какие-то выводы. Слушайте, даже учитывая его, честно говоря, для простого обывателя высоковатую цену, хотя я не назвал бы бизнес-решение с такой ценой это высоковатыми, это действительно очень крутые вещи. Ее можно даже дома использовать. Мне настолько сильно понравилось, все классно работает, скорости вы все увидели. И честно, я вот ожидал, что Asus все-таки не подведет в этом плане. Wi-Fi 6, все очень круто, все очень классно и красиво работает. Поэтому я рекомендую. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.